Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня я буду делать окарину. Окарина, или совсем формально сосудообразная флейта, это один из древнейших музыкальных инструментов. В Европе под термином окарина может подразумеваться как простая свистулька, так и полноценный инструмент на 2 октавы. Материал, из которого делают окарину, может быть разным, хотя чаще всего это глина, пластик или дерево. Когда я задумывал сделать себе музыкальный инструмент, в действительности я хотел сделать именно окарину, а не флейту. Но если на вистл нужно потратить буквально 1 день, то изготовление окарины – это длительный процесс, в лучшем случае который займет не 1 день. Поэтому вначале родился вистл, а уж только потом я взялся за окарину. Почему все-таки окарина? Ну, потому что с помощью нее можно перемещаться в пространстве и времени. Нет, даже дело не только в Зельде, а в том, что звук окарины, особенно деревянный, удивительно теплый и живой, и совсем не похож на звучание вистла. Что-то в нем есть от самой сути природы и далекого прошлого. Да. Ну, все-таки у меня видео по DIY, то идем в сад и... Да, действительно, берем и отпиливаем ветку дерева. Да, этот кусок бревна – это сухой сук яблони из моего сада, спиленный годом ранее. Но сам факт, что из сада. Он ровный. За жаркие дни лета он успел просохнуть хорошенько. Короче, зажимаем бревно в тисках и распиливаем его пополам. В идеале, конечно, бревно стоит расколоть, так половинки идеально совпадут при сборке, но у меня что-то нет никаких гарантий, что все пойдет так, как надо. А второго бревна у меня столь удачного, увы, нет. Пилим долго, с мучением, потом и болью в мышцах. Ну вот, почти идеальные половинки вышли. Красота. Теперь опять соединяем половинки и выравниваем. Отшкуриваем торцы. Это можно сделать и позже, но пока проще сделать это в данный момент времени. Далее зажимаем половину в тисках и размечаем границы внутреннего объема окарины. Честно говоря, тут все размеры на глаз и на свое ощущение нужно делать. Возможно, в идеале, чтобы уменьшить вес и увеличить объем, можно было бы сделать стенки толщиной буквально в пару миллиметров. Но лучше опять-таки перестраховаться и разметить стенку в 5-6 мм, может чуть больше. Во-первых, я не уверен в прочности моей яблони, хотя и в теории яблоня достаточно плотное и прочное дерево. Из него даже паркеты делали износостойкие. Во-вторых, я не уверен в прямолинейном профиле моих рук, потому что с долблением древесины мне почти не приходилось сталкиваться, а вот сейчас и придется. Берем долото и начинаем выдалбливать внутренности. При лишних 2-3 мм будет хотя бы возможность накосячить и не испортить заготовку. Долго и муторно по слоям, по направлению волокон выдалбливаем будущую камеру окарины. Под конец берем круглую стамеску и выравниваем по стенкам все до гладкости. Если все сделано правильно, то поверхность должна быть гладкой и ровной цилиндрической формы. Шкурить даже мелкой шкуркой крайне не рекомендуется, так как шкурка поднимет ворс, который ухудшит качество инструмента. Теперь на одной из половинок нужно сделать ровную поверхность. Берем рашпиль и стачиваем плоскость. Да, можно было бы взять болгарку и сточить ей, но ручным инструментом чувствуешь больше контроля и больше ощущаешь древесину. Это еще хорошо, что сейчас у нас есть запасов дополнительные 3, может быть даже больше миллиметров, а с парой миллиметров толщины общей было бы куда страшнее. Далее от края отступаем, скажем, сантиметра 3-4. Нам нужна будет длина в 2-3 сантиметра для виндвея. И делаем отверстие дрелью для лабиума. Какого размера? Примерно где-то 8 на 8 миллиметров. Далее отверстие все равно расточится в процессе создания язычка лабиума. Я оставлял кору для процесса долбления, она выступала этакой защитой и амортизатором. Теперь снимаем кору с обоих половинок, обнажая структуру дерева. Я не заснял процесс затачивания лабиума и вырезания винтвея, но по аналогии со свистком вистла затачиваем лабиум под углом 30-45 градусов, а винтвей вырезаем глубиной в 1 мм плюс-минус километр. Главное, чтобы он был максимально гладким. Сверху закрываем идеально гладким блоком.
как сейчас пока звучит наша окарина. Если окарину описать в виде физической модели, нам лучше всего подойдет резонатор Гельмгольца. В зависимости от внутреннего объема музыкального инструмента, площади открытых отверстий, частота звука может изменяться. Сейчас у меня окарина неплотно закрыта. Она, в общем-то, я ее держу просто руками. Здесь присутствуют щели. И если мы плотно склеим, здесь не будет никаких дополнительных отверстий, то частота должна стать ниже. Перед тем, как склеивать окарину, изнутри покрываем все акриловым лаком. Лучше 2 слоя, давая каждому слою полностью высохнуть. Вот тут как раз, если бы мы ранее зашкурили поверхность, то лак поднял бы ворс, и все заново нужно было отшкуривать после покрытия лаком. И надеяться, что ворс не поднимет и во второй раз, а поверхность мы сделаем снова гладкой. Но, к счастью, переживать теперь не придется. Когда лак высохнет, на грани наносим клей. Можно использовать ПВА, он прекрасно дружит с деревом, но я буду использовать Titebond. Это американский клей по дереву. Кстати, очень рекомендую. Во-первых, он очень быстро и сильно схватывает детали, быстро сохнет, ну и плюс он водостойкий и выдерживает большие усилия. Короче, я рекомендую. Это одно из моих лучших приобретений за последние месяцы из инструментов, так сказать. Склеиваем. Вообще можно не прижимать половинки, но лучше это все-таки сделать, схватить хомутами или струбцинами. Клей должен большинство щелей закрыть, но если нет, или эстетически вам, как и мне, не нравится результат, то берем шпаклевку по дереву и замазываем все щели, стараемся создать ровный контур. А здесь, напротив, видно, что я занимаюсь дополнительной работой из-за того, что распиливал заготовку, а не раскалывал. И вот одно возмездие. Ну что ж, ладно. Финально проходимся наждачкой по окарине, убирая излишки шпаклевки. А затем, уменьшая зернистость, доводим корпус до приятной на ощупь гладкости. Полировать, наверное, все-таки не стоит прямо мелким зерном больше 1000, но это уж так, по желанию. Только когда все будет выровнено, приклеиваем блок на его место. И еще раз подтачиваем углы по месту до красоты. Вот и пришло время узнать тональность нашей окарины. О как! Ля минор. У меня было большое желание сделать именно в этой тональности инструмент, и так оно и вышло. Я рад. Потому что заклеенную окарину уже ниже тоном не сделаешь. Выше-то оно можно, добавив подстроечное отверстие, а ниже все, не выдолбишь же уже никак. Настройка окарины по сути такая же, как и вистла. Размечаем игровые отверстия, исходя из того, как удобнее будет держать пальцами окарину. Окарина интересна тем, что на звук никак не влияет расположение отверстий, как я уже говорил. Влияет только площадь открытых отверстий. Поэтому разные комбинации открытых отверстий могут приводить к одной и той же ноте или наоборот давать какой-то новый полутон. Классическое расположение нот, порядок отверстий от дальнего правого отверстия к ближнему левому. Также часто окарина настраивается так, что четвертое отверстие, в моем случае нота фа, играется при закрытом третьем отверстии, в моем случае это нота ми. Но это какой-то слом мозга для начинающего игрока, и поэтому сделаем по аналогии с вистлом. Просто последовательно открываем игровые отверстия, и, как у флейты, высверливаем отверстие вначале маленьким сверлом, потом рассверливаем на половину миллиметра и при необходимости растачиваем. В итоге получаем настроенное звучание. Теперь пришло время украсить окарину. Как я уже сказал, мне кажется, окарина — это история про что-то первородное, может быть даже про мистику природы и времени. И как нельзя, на мой взгляд, для украшения подойдет что-то такое же могучее, как, например, валькнут викингов. Он же узел убитых или сердце Хрунгера. Валькнут скрывает в себе триединство мира в языческом понимании: мир людей, обитель богов и пристанище мертвых. Использование путей для перемещения между мирами. Чтобы перенести валькнут на дерево такому нехудожнику, как мне, я воспользуюсь школьным способом. А вы помните,
как мы копировали черепашек-ниндзя из альбома в тетради. Вы помните? Вот сейчас придется вспомнить и перекопировать с помощью копирки рисунок на дерево. Берем и обводим контуры ручком или карандашом. А дальше по шаблону нужно вырезать закрашенное. Нет, конечно, можно было бы сделать это резцами, кое я себе прикупил. Но так как я занимался резьбой по дереву примерно 0 раз, лучше возьму электрический гравер. И вначале конусной шарошкой по дереву, ну или алмазной, вырезаем контур знака. А затем внутреннюю часть вырезаем уже сферической шарошкой. Также я сделал по бокам скандинавскую открытую косичку для красоты. Ну, пусть будет. В завершении работы наконец-то покрываем акарину. И здесь я не использую лак. Лучше взять льняное масло. Тщательно, несколько, скорее даже много, раз пропитываем с помощью кисточки древесину. Масло проявит текстуру древесины, сделает ее благородно светло-коричневого, немного рыжеватого цвета, а также сделает яблоню прочнее. Не стоит переживать о количестве масла и экономить его, ведь дерево возьмет ровно столько, сколько ему нужно, не ошибетесь. Остатки масла можно убрать обычной хлопковой тканью или салфеткой. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но если уж делать настоящий музыкальный инструмент, то финально берем подтопленный карнаубский воск и втираем его с помощью куска ветоши равномерно в дерево. Так акарина станет еще краше, богаче, приобретет приятный глянцевый блеск. Ну вот, в итоге у меня получилась такая красота. Ну что, не забывайте ставить лайки этому видео, оставлять комментарии за мой труд. А если вдруг здесь вы впервые, то я что-то не понимаю, почему вы еще не подписываетесь на канал и не бьете во все колокола в ожидании новых видео. Да, меня зовут Илья, и пока-пока.